Ребят, всем здравствуйте! Данное видео я хочу назвать «Утепление подоконников. Попытка номер 2». Это утепление я делала в ноябре месяце. На тот момент было, конечно, холодно, но не настолько. И орхидеи чувствовали себя тогда нормально, комфортно. Но сейчас, когда у нас за окном минус 40 градусов, соответственно, на окне также становится прохладнее. И орхидеи начинают страдать. Они начинают отцветать, дай бог, пока еще не болеют. Но если они еще до конца зимы здесь достоят, соответственно, заболевание будет не за горами. И чтобы мне это предотвратить, конечно же, нужно подоконник утеплить еще больше. В чем же минус именно этого утепления? В принципе, это утепление имеет место быть, но если на ваших подоконниках прохладно, но не настолько, как у меня. И знаете, я считаю, что я здесь совершила такую ошибку. Может быть, оставить и можно, но я очень сильно сам подоконник заглушила именно этим утеплением. А все же, ребят, потому что получается так, что само окно, оно не дышит. И вот в этом месте, в створках, ну, между окон, сейчас все это дело вскрою, и мы посмотрим, что там. Я уже разобрала окно на кухне, и я увидела, насколько сильно именно промерзает вот здесь вот угол. Конечно, окна, они должны дышать. Здесь знаете как? Получается, что орхидейкам я создала хорошие, отлично, ну, нормальные такие, да, условия, а окна при этом у меня начали страдать. То есть мне сейчас нужно сделать именно такой дисбаланс, чтобы и орхидеи чувствовали себя здесь хорошо, не мерзли. И чтобы окна мои также не мерзли. Соответственно, мне тоже это не к чему, чтобы портить свои окна и, ну, там, платить за что-то, там, за ремонт и все прочее. Когда идет наледь, замерзают сами окна, это лед. Это холод. И орхидейки, конечно же, от этого начинают еще больше страдать. Чем больше будет проходить циркуляция по самому окну, по подоконнику, тем будет здесь теплее. Часть орхидей я уже отсюда убрала. Просто хотела вам показать, что вот так они стоят. Вот светит обычный светодиодный светильник на расстоянии 60 сантиметров от подоконника. Нормально, ребят, советую, рекомендую такой светильник. В этом видео можете про него посмотреть. Давайте разбирать окно и уже смотреть, что находится вообще за всем этим утеплением, как начинают страдать окна. И о чем, ребят, я забыла вам сказать. У меня же получается, для чего мне нужно вообще утепление? Когда ночью орхидеи здесь стоят и открываешь шторы, температура падает, даже максимально было плюс 8 градусов. Это критическая температура для орхидей. Ни в коем случае нельзя при такой температуре их содержать, иначе падает иммунитет, иначе орхидейки начинают страдать. Вечером, ну, либо днем, либо вечером, здесь температура, ну, где-то 15 градусов. Это тоже низкая. В идеале содержать орхидеи 15-25 градусов. Поэтому страдают окна, страдают орхидеи. И необходимо мне делать еще большее утепление. Ну что, ребятки, разобрала я. Здесь просто скотч по бокам сейчас сняла. И наблюдаю такую же картину, что и в кухне. Посмотрите, от сырости, ну вот эта сырость, начинает вот так плесенеть, покрываться плесенью. И посмотрите, какое безобразие абсолютное. Я все, конечно, понимаю, что растение, но в то же время я ни в коем случае не должна вредить своему имуществу, то есть окнам. Вот так это тоже недопустимо. Поэтому исправляю свои ошибки. Давайте посмотрим. Там в основе это, конечно, здесь нормально, без льда. Вот еще, да, проблемка здесь есть. Видите, как намерзают?
И даже утепление, не утепление в том году. Так, у меня в том году была просто вот такая подложка лежала, и все. И все равно, ну, конечно, понятно, что воздух здесь теплый не попадает, не циркулирует, и тем самым начинают вот так вот подоконники отмерзать. Сейчас эту ситуацию буду исправлять и, конечно, уже следить за своими окнами, также их жалеть и беречь, всю вот эту плесень отсюда снимать. Это также не является хорошим для нашего здоровья. Все, приступаю к замене утепляющего материала. Отмыла я окна ото льда. И вам, ребят, мои рекомендации, вот такие вот ошибки были совершены. Ни в коем случае нельзя доводить окна до такого состояния, иначе тоже это все будет чревато. Посмотрите, у меня вот здесь на подоконнике вообще изначально лежит вот такая пленка, называется жидкое стекло. Вы его можете использовать. Оно, в принципе, у меня здесь зиму, лето. Чем оно мне нравится, когда стоят у вас, ну, различные же цветы, не только орхидеи могут стоять, на подоконнике, и вдруг полив, и вдруг что-то где-то мимо, никогда ничего здесь не остается абсолютно от горшков. Вот я помню, мы жили на старой квартире, все время такие коричневые круги оставались от горшков, от поливов. Потом приходилось очень тяжело все это отдирать. И поэтому вот такую пленку я постелила вообще, стелю везде ее, на всю мебель, на все окна. И идеально спасает. Теперь нет никаких таких проблем. Видите, под самим подоконником все чисто, все нормально. Ну, конечно, всю эту уже красоту до конца доведу ближе к весне, к лету, когда будем мыть окна и все такое. А на зиму пока хватает так. Это все у меня насекомые, которые за лето скопились и также под эту пленку забежали. Это тоже все ерунда, помоется. Сейчас я буду пленку убирать на зиму. Пусть мои подоконники, они дышат. Так, полностью ее отсюда снимаю. И также посмотрите, как побелела пленка. Здесь еще нормально, а на кухне она, когда лежала, она была полностью белая. У меня на кухне вообще с подоконника начала течь вода. И, конечно, пришлось максимально быстро все убирать и городить уже другую конструкцию. Ребят, а теперь давайте посмотрим, что у меня получилось спустя 2 часа работы. Та-дам! Вот такая красота, которую я смогла сделать и сотворить. Конечно, хочу сказать огромное спасибо моим девочкам, моим подписчицам, ну, женщинам, не знаю, как сказать, мой весь женский пол, за то, что одна голова хорошо, а две, конечно же, лучше. Именно они мне подсказали сделать вот такую коробку из пеноплекса. Конечно, что-то здесь свое я тоже додумала. Там было сказано просто, что уложить пеноплекс, но я прям его очень сильно заклеила, чтобы вот эти швы, которые есть, ничего не проникал, никакой воздух. Но получилось так, конечно, что большей длины нет. Вот у нас даже в продаже в магазине он не продается. Максимально, однако, метр. Вот это, да, вот это метр части, а это уже остатки. Ну ладно, из того, что было, все это склеила, это все равно шторами заставится, орхидейками заставится. Опять же, эстетика, но это не мое. Главное, чтобы орхидеям было тепло. И посмотрите, все вот эти каждые швы, абсолютно все везде. С той стороны также я попробовала проклеить. Здесь я все проклеила клеевым пистолетом. Можно было герметик использовать, но ничего не использовать тоже как бы здесь такое не прокатит. И может быть, что вот с этих щелей будет продувать и поступать сюда холодный воздух. Вот такая конструкция. Со всех сторон все выглядит красиво. Мне кажется, нормально орхидеи заценят, понравится. Здесь ни в коем случае не щели. Здесь у меня также все промазано конкретно. Что еще хочу показать?
Длиной у меня, видите, как я сделала на этом окне на кухне, чуть позже покажу маленечко по-другому. Немного отступает от окна, потому что это, ребят, является самым холодным подоконником. И мне его пришлось сюда отодвинуть, чтобы вдруг, когда будет от батареи дуть горячий воздух, чтобы основной горячий воздух, он проходил туда под низ. Но посмотрите, что у меня под низом я сделала. Именно вот так. Ну, тоже остатки пеноплекса подложила. Это же, конечно, в первую очередь сделано для того, чтобы у меня имели окна возможность дышать, чтобы там ничего не заглохало. Вот. Чувствую, прямо сейчас дует отсюда. Ой-ой-ой. Очень сильно дует, но тем не менее. Это выглядит вот так. И окно, оно теперь не будет страдать от холода. Вот так это будет выглядеть, ну, возле самой рамы. И, конечно же, вот с этой стороны я тоже сделала, ну, где-то примерно сантиметра 2 расстояния, чтобы тоже все это, весь воздух, он обязательно проходил. И с другой стороны окна то же самое. Высоту я, именно вот эту вот высоту подобрала по самому длинному листу орхидеи. Вот вымерила, которая у меня сейчас здесь будет стоять, чтобы, конечно, защитить и намного меньше попадало холодного воздуха. И в целом, ребят, это выглядит вот так. Короб сам по себе герметичный. Окна дышат, воздуху будет куда выходить. И я считаю, что орхидейки это заценят, это точно. Ну и окна не будут у меня страдать. Соответственно, подсветка, она получилась уже пониже. А пониже-то там буквально сантиметров, может быть, на 5. Оно и к лучшему, зато будет больше тепла исходить от подсветки и больше света. Ну а теперь давайте глянем, как это будет выглядеть с орхидеями, когда они будут стоять здесь, в коробе. Вот так, ребят, это будет выглядеть. Я думаю, что вы заметили вообще, какие у меня тюли. Вы не представляете, мы даже специально эти тюли, что в кухне, что в зале, сделали для орхидей. Вдруг случится такой период, когда орхидеи цвести не будут, ну и чтобы было более комфортно в квартире, мы решили, что у нас тюли будут именно вот так. Ну, их можно в разные вариации. А если нам хочется посмотреть на красоту, которая есть на окне, я делаю это ровно вот так. Местоположение пока им поменяла. Ладно, пусть так стоят, ничего страшного. Это реанимационные орхидеи, лучше всего не трогать и местами не менять. А такие орхидеи нормально здоровые, можно поменять. Лишний раз дать им стресс, а то привыкли стоять в одном месте и не расти. Но буду теперь, конечно, надеяться, что все им понравится. И видите, вот эта орхидейка, именно по ее листу я делала высоту самого короба. Перейдем на кухню и посмотрим, как там орхидейки стоят и себя чувствуют. Вот, ребят, это окно, которое у меня на кухне. Я его сделала 4 дня назад, пораньше. Видите, тюли у нас тоже по обе стороны. Сейчас 11 вечера. И у меня теперь на термометре показывает 25 градусов. Посмотрите, какую идеальную температуру я смогла добиться. Здесь это аквариумный у меня термометр. Здесь также 25 градусов. А ранее было, сколько я говорила, доходило и до 8. Это вообще критическая, конечно, температура. А теперь, благодаря этому коробу, у нас 25 градусов тепла. Это вот такая вечерняя температура, при том условии, что батареи отключены полностью. Также здесь все эти подложки, все эти ножки, брусочки, кто уж как будет это называть. И давайте вон там вдали посмотрим. Вам, конечно, видно плохо, но я замечаю, что там есть испарина. По крайней мере, никакого льда я не замечаю.
И здесь все то же самое по бокам. Именно для того, чтобы окна дышали, чтобы не обмерзали. Орхидейки, конечно, сейчас стоят, растут и комфортно себя чувствуют. Думаю, что благодаря именно вот такому утеплению, такому блоку и коробке орхидеи будут чувствовать себя хорошо. Это будут вообще идеальные условия для орхидей, прорастающих на холодных подоконниках. Теперь надеюсь лишь только на то, что именно этот короб спасет мои цветы, и они перестанут мерзнуть и уже не будут болеть, не будут быстро отцветать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам, что вам не понравилось, может, какие-то доработки. Здесь также все, каждый угол, все везде проклеено. Вот, все прям как нужно. Я считаю, что у меня получилось идеально. Если даже что-то и дует, вот прям чувствительно, я чувствую, что отсюда маленько поддувает. И видите, здесь я сделала намного короче, нежели в зале. Посмотрим, где и как будет получше уже на следующий год, если необходимость в этом будет. Доконструирую, доделаю. Вот такие, ребятки, у меня результаты. Оцените, пожалуйста, в комментариях. Напишите, понравилось вам или нет. Спасибо всем большое за просмотр. Всем пока.